тихом московском дворе одного жилого комплекса скрывается место, которое называют «черной дырой». Это мигрантский хостел, ставший центром не только слухов, но и громких событий, недавно потрясших столицу. Расположенный неподалеку от места трагической гибели высокопоставленного офицера, этот объект неожиданно оказался связан с задержанием подозреваемого в убийстве. Но почему он стал настоящим камнем преткновения для местных жителей? Тем временем, в одном из подмосковных городов получила продолжение громкая история из недавнего прошлого. Свадебный праздник, обычная дорожная ссора и внезапный штурм автобуса — это лишь верхушка айсберга. За кулисами скрываются более мрачные детали. Что же действительно произошло в тот жаркий летний день и чем все закончится? Обо всем этом мы и расскажем в данном выпуске. Жители жилого комплекса «Среда» в Москве давно выражают недовольство соседним объектом — мигрантским хостелом. Расположенный всего в 300 метрах от места трагической гибели генерал-лейтенанта Кириллова, этот хостел неожиданно оказался связан с задержанием подозреваемого в убийстве Ахмада Курбанова. Журналисты выяснили, что в этот хостел не заселяют граждан России. Администратор объясняет это просто: «Не хочу конфликтов и жалоб». Но кто же тогда живет в этом загадочном месте? Ответ очевиден. Узбеки, таджики, киргизы – те самые мигранты, которые работают в столице. Однако такая гостеприимность вызывает множество вопросов и беспокойства у местных жителей. Интерьер хостела, мягко говоря, не впечатляет. Мужчины совершают намаз прямо в коридорах, туалеты покрыты грязью, а спальни больше напоминают комнаты времен Второй мировой войны. На первом этаже расположена столовая с экзотическим названием «Чайхана», которая, по словам местных, обслуживает странную публику. Летом заведение уже получало предупреждение от государственной инспекции за нарушение в эксплуатации помещений. Однако это никак не повлияло на его работу. Гостиница действует на правах аренды, оснований для ее закрытия нет, отвечают на жалобы жителей. Тем временем хостел занял несколько этажей, а сколько человек там проживает, остается загадкой. Задержание Ахмада Курбанова в этом месте стало очередным доказательством того, что проблемы миграционного контроля требуют неотложных решений. На кадрах ФСБ видно вход в здание и интерьер комнат, где скрывался подозреваемый. Сейчас у хостела дежурят полицейские фургоны и более 10 силовиков. Вероятно, ведутся проверки остальных постояльцев и администрации. Жители жилищного комплекса «Среда» давно высказывают недовольство ситуацией. «Это не просто гостиница, это настоящий рассадник грязи и беспорядка», пишут они в социальных сетях. Особенно их возмущает, что ни одна жалоба не приводит к результатам. Хостел, несмотря на нарушения, продолжает работать, а местные власти, кажется, не спешат что-либо менять. Этот случай вновь поднимает важный вопрос. Насколько эффективно работает система миграционного контроля в России? Хостелы, подобные этому, часто становятся укрытием для людей без документов и сомнительного прошлого. Проблема не только в бытовых неудобствах, которые испытывают местные жители, но и в реальных угрозах безопасности. Местные жители продолжают жить в страхе, а администраторы хостела вежливо отказывают россиянам в заселении. И все это на фоне событий, которые потрясли страну, говорят они. Можно ли ждать перемен? Пока правоохранители проверяют гостей и персонал хостела, люди надеются, что их голоса будут услышаны. Ведь безопасность должна быть выше бюрократии и арендных договоров. А теперь перенесемся в подмосковное Щелково. В районном суде подмосковного города Щелково приближается к завершению громкое судебное разбирательство над группой налетчиков, которые летом текущего года совершили набег на свадебный кортеж. Уроженцы Чечни Адам Турсунаев, Мансур Эгиев и Шамиль Муцуруев могут получить по 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Такой срок запросила прокуратура вчера, считая его справедливым наказанием за содеянное. История началась с банального конфликта между водителем эвакуатора и водителем микроавтобуса, в котором направлялась целая группа гостей свадьбы, включая женщин и детей. Этот простой спор, который мог бы остаться незаметным, перерос в настоящий хаос, завершившийся штурмом автобуса с использованием оружия. Дело в том, что водителю эвакуатора, Адаму Турсунаеву, показалось, что его намеренно подрезал водитель микроавтобуса. Это вызвало бурную словесную перепалку,
между двумя мужчинами, которая, возможно, и закончилась бы просто неприятным эпизодом, если бы гордый чеченец не решил призвать на помощь своих сообщников. Из черного внедорожника «Инфинити», припаркованного неподалеку, выскочили несколько крепких, вооруженных и явно настроенных агрессивно парней. Они без предупреждения начали атаковать микроавтобус, разбивая его стекла и угрожая пассажирам. Они просто напали, не объясняя причин, вспоминали очевидцы. Разбили стекла, угрожали гостям свадьбы. В результате инцидента 4 пассажира получили резаные раны, включая 2 детей. Мы уже рассказывали о том, как преступники скрылись с места происшествия, избавились от оружия и какое усилие потребовалось полиции и общественности, чтобы их найти. Они были задержаны в кальянной, где, как выяснилось, проводили время, несмотря на громкий резонанс. Как позже стало известно, нападавшие работали охранниками у известного московского бизнесмена Евгения Храпова, владельца крупной сети стриптиз-клубов и караоке-баров. Эти выходцы из Чечни превратили дорожный конфликт в настоящий беспредел прямо на глазах у своего работодателя. На одном из видео, попавших в сеть, видно, как в момент атаки на автобус позади него останавливается кабриолет «Мустанг». Внутри сидит человек в песочном костюме, а один из чеченцев подбегает к нему с докладом. Предположительно, это был сам Храпов, наблюдавший за происходящим. Прокуратура запросила по 4 года лишения свободы для каждого из нападавших. Однако обвиняемые, которым грозит срок за разбой, вели себя так, будто ничего страшного не произошло. Улыбки, легкий налет высокомерия, полное отсутствие раскаяния. Так описывали их поведение очевидцы. Казалось, они даже не понимают, что находятся на грани заключения. Смех и улыбки в зале суда – это, по сути, плевок в лицо пострадавшим, заявил один из адвокатов со стороны пострадавших. Приговор в Щелковском суде, скорее всего, будет вынесен уже на следующей неделе. Подсудимые, в свою очередь, выразили глубокое раскаяние и попросили прощения у женщин и детей, которые пострадали во время их поступка. Возможно, им действительно стыдно, ведь они отправились на разборку с оружием в руках, готовые к стрельбе и драке, а вместо этого оказались в ситуации, которая могла бы закончиться гораздо хуже. К счастью, их старший вовремя остановил, иначе могло быть намного хуже. Суд, скорее всего, будет мягче, чем запросы прокуратуры, и наказание для нападавших окажется не таким строгим. Через год-полтора они выйдут по УДО из колонии, оставив лишь небольшое пятно в биографии, которое не помешает им вернуться к своей прежней деятельности, охране хозяйского тела и наведению порядка на дорогах. Тем более, что они и раньше официально числились безработными. Тем временем в Москве были задержаны 8 человек, которые подозреваются в организации незаконной миграции. По данным следствия, эта преступная группировка действовала с начала 2023 года. За это время они помогли более чем 1000 иностранцев попасть в Россию нелегальным путем, при этом заработав на этом более 30 миллионов рублей. Участники группы находили людей, желающих переехать в Россию, и за определенную плату предоставляли им поддельные документы. Эти бумаги позволяли мигрантам пересекать границу, легально оставаться в стране и даже устраиваться на работу. Некоторые из клиентов, возможно, верили, что все происходит законно, но большинство было в курсе, что участвует в незаконной схеме. Среди прочего, преступники изготавливали фиктивные трудовые договоры, что позволяло мигрантам официально зарегистрироваться в России. Об этом сообщило Московское следственное управление. В ходе расследования было установлено, что группа действовала по принципу «если есть спрос, предложение найдется». Организаторов преступной сети удалось выявить случайно, когда следователи расследуют дело о краже, совершенной одним из мигрантов. Так, из небольшой кражи вырос целый след, который привел к раскрытию крупной преступной организации. Теперь задержанные находятся под пристальным наблюдением и обвиняются в содействии незаконной миграции. Уголовное дело было возбуждено, и следствие намерено добиться ареста всех участников этой преступной цепочки. В ходе обысков было изъято множество документов и носителей информации, которые подтверждают причастность подозреваемых. Следствие продолжается, и сейчас проверяются все связи и документы задержанных, чтобы выяснить, как им удавалось оставаться незамеченными так долго. Организаторам грозят серьезные последствия. Максимальное наказание за такие преступления – до 10 лет лишения свободы.
А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!